Возможно, это сенсация. Канал Аль-Арабия сообщил, что в ближайшие часы США и Иран могут объявить о мирном соглашении по всем пунктам. Госсекретарь Марко Рубио надеется, что дипломатия победит и с Ираном не придется опять воевать. А Иран тем временем устанавливает свои порядки. Плата за проход через Ормуз может стать новой реальностью. Трамп отправляет дополнительные войска в Польшу. Министры иностранных дел НАТО обсуждают увеличение оборонных бюджетов. Украина не видит смысла в переговорах с Россией в нынешнем виде. Америка согласна. Нужен прорыв. Взрыв на главном НПЗ в Венгрии. Авария или диверсия. Пятничная молитва перед началом хаджа в Мекке. Аллаха просит даровать мир. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. На Ближнем Востоке, возможно, главный дипломатический прорыв за последние месяцы войны. По данным Аль-Арабия, в ближайшие часы может быть объявлен финальный проект соглашения между США и Ираном, подготовленный при посредничестве Пакистана. Документ предусматривает немедленное и безусловное прекращение огня на суше, на море и в воздухе, а также взаимный отказ от ударов по военной, гражданской и экономической инфраструктуре. Отдельный пункт касается Ормузского пролива. Стороны должны гарантировать свободу судоходства в Персидском заливе, Ормузе и Оманском заливе. Именно контроль над этим маршрутом остается одним из главных предметов спора. Проект также предусматривает начало новых переговоров по спорным вопросам уже через 7 дней после вступления соглашения в силу. Речь идет прежде всего об иранской ядерной программе, запасах высокообогащенного урана и санкциях. США готовы постепенно ослаблять ограничения в обмен на выполнение условий сделки. Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном появился небольшой прогресс. Однако ключевые требования Вашингтона остаются неизменными. Тегеран не должен получить ядерное оружие и обязан решить вопрос с обогащением урана и запасами высокообогащенного топлива. Отдельно глава Госдепа раскритиковал попытки Ирана установить фактический контроль над Ормузским проливом и взимать плату за проход судов. По данным CNN, администрация Трампа опасается, что создание такой системы станет опасным прецедентом для мировой торговли и может спровоцировать новый энергетический кризис. В Белом доме также предупреждают, если переговоры окончательно провалятся, США готовы вернуться к силовому сценарию против Ирана. Что касается Ирана, то новости появились сегодня утром. Я понимаю, что в Соединенных Штатах сейчас еще раннее утро, а на Ближнем Востоке уже позже. Мы ожидаем информации об этих продолжающихся переговорах. Есть некоторый небольшой прогресс. Я не хочу его преувеличивать. Но есть небольшое движение вперед, и это хорошо. Основы остаются прежними. Иран никогда не может получить ядерное оружие. Просто не может. Этот режим никогда не должен обладать ядерным оружием. И чтобы этого добиться, нам придется решить вопрос обогащения. Нам придется решить вопрос высокообогащенного урана. И кроме того, конечно, есть вопрос пролива. Иран пытается создать систему взимания платы за проход. Этого нельзя допустить. Если такое произойдет в Ормузском проливе, это произойдет еще в 5 других местах по всему миру. Почему тогда страны по всему миру не скажут: ну мы тоже хотим так делать? Не говоря уже о том, насколько этот пролив жизненно важен и критически необходим для каждой страны, представленной здесь сегодня, и, откровенно говоря, для стран, которые здесь не представлены, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Несмотря на продолжающиеся переговоры, Иран все жестче закрепляет контроль над Ормузским проливом, ключевой нефтяной артерией мира. Корпус стражей Исламской революции заявил, что только за последние сутки через пролив прошли 35 судов. И все с разрешения иранских властей. Речь идет о нефтяных танкерах, контейнеровозах и коммерческих судах. До войны через Ормуз проходило около 20% мировых поставок нефти и газа. Одновременно в Тегеране прошел новый раунд переговоров между главой МИД Ирана Аббасом Аракчи и министром внутренних дел Пакистана Саедом Мохсином Накви, который выступает посредником между Ираном и США. По данным Тасним и ИСНА, стороны обсуждают предложения по завершению войны и параметры возможного соглашения. Главными спорными вопросами остаются иранские запасы высокообогащенного урана и контроль над Ормузским проливом. Марко Рубио уже предупредил, США не согласятся ни на какую систему иранских сборов за проход судов. При этом Вашингтон продолжает собственную морскую блокаду иранских портов. США заявляют, что только за последние дни перенаправили более 80 коммерческих судов. На фоне кризиса глава эмиратской Абу-Даби National Oil Company предупредил, даже если война закончится сейчас, полное восстановление нефтяного трафика через Ормуз возможно не раньше 2027 года. Еще одна интрига вокруг Ормузского пролива теперь связана не с переговорами Ирана с США, а с переговорами Ирана и Омана. По данным The New York Times и Bloomberg, Тегеран обсуждает с Маскатом создание совместной системы контроля за движением судов через пролив, ключевую артерию мировой нефтеторговли, через которую проходит около 20% всех морских поставок нефти и газа. Иран предлагает не вводить прямую пошлину за проход, что противоречило бы международному праву, а взимать плату за услуги, навигационный контроль, сопровождение и экологический мониторинг.
Для этого уже создана новая структура — Persian Gulf Strait Authority, которая объявила о введении разрешительной системы для прохода судов. По данным западных СМИ, Оман сначала отвергал участие в проекте, однако теперь обсуждает возможное распределение доходов. Тегеран рассчитывает превратить контроль над проливом в долгосрочный источник влияния и денег после войны с США и Израилем. В Вашингтоне инициативу уже резко раскритиковали. Дональд Трамп заявил, что Ормуз должен оставаться свободным международным маршрутом. А Марко Рубио предупредил: попытка Ирана установить фактический контроль над проливом может сорвать любые переговоры по ядерной сделке и привести к новой эскалации на Ближнем Востоке. Переговоры США с Ираном также прокомментировали участники саммита министров иностранных дел стран НАТО. Сегодня они собрались на саммит в Швеции. Вся ситуация с Ираном, Ормузский пролив — серьезная угроза свободе судоходства в данный момент. Это вопрос, который мы, несомненно, также затронем сегодня. Я знаю, что многие из нас очень обеспокоены сложившейся ситуацией. Мы всегда заявляли о готовности обеспечить беспрепятственный проход через Ормузский пролив. Мы готовимся к этим операциям под руководством Соединенного Королевства и Франции. Германия также внесет свой вклад. Но я не вижу немедленной миссии НАТО в классическом понимании в Ормузском проливе. Итак, в Швеции стартовала встреча министров иностранных дел стран НАТО. Ключевая подготовка к июльскому саммиту Альянса в Анкаре. Главные темы — резкое увеличение оборонных расходов, дальнейшая поддержка Украины и будущее американского военного присутствия в Европе. Генсек НАТО Марк Рютте приветствовал решение Дональда Трампа направить дополнительно 5000 американских военных в Польшу. Однако подчеркнул, Альянс все равно движется к модели, при которой Европа должна значительно меньше зависеть от США в вопросах собственной безопасности. По данным европейских и американских СМИ, страны НАТО сейчас обсуждают новый ориентир оборонных расходов до 3,5-4% ВВП. Поскольку война России против Украины и рост напряженности с Москвой заставляют Альянс ускоренно перестраивать всю систему европейской обороны. Но это не единственная причина, по которой мы тратим больше. Да, конечно, мы делаем это по этой причине, потому что это справедливо, но также и потому, что нам нужны деньги, чтобы быть способными защищать территорию НАТО. И это глубоко укоренившаяся проблема, а не только целевые показатели боеспособности. Как и любой альянс, он должен быть выгоден всем его участникам. Должно быть четкое понимание того, каковы ожидания. И, конечно, мы постараемся заложить для этого основу. Одно из направлений, где, как мне кажется, мы определенно можем сотрудничать, это оборонно-промышленная база. Всем в мире, всем нам внутри Альянса и за его пределами очевидно, что сегодня мы просто не способны производить боеприпасы в объемах, необходимых для будущих потребностей. Эту проблему нужно решать. Над этим мы можем работать вместе, и мы хотим работать вместе. Думаю, это ключевой вопрос не только для производства, но и для совместимости систем. Сейчас основное внимание уделяется пути к НАТО 3.0 с новой моделью распределения бремени. Альянсу с большей европейской ответственностью и большими европейскими возможностями. Германия лидирует в этом направлении. Мы уверенно движемся к достижению целевого показателя в 5%. В этом году мы уже превысим 4% в бюджетном выражении. Это необходимо реализовать. Это необходимо преобразовать в новые возможности. В этом отношении мы являемся ведущей страной в рамках НАТО. В целях укрепления европейской безопасности, что также служит укреплению европейского столпа в рамках НАТО, мы предлагаем дальнейшее активизирование сотрудничества с Украиной. Речь идет о том, чтобы мы через наших европейских партнеров по НАТО и Канаду последовательно удовлетворяли специфические потребности Украины в поддержке. Послание предельно ясно. Мы не отступим от своей поддержки. Украина всегда обладает достаточной стойкостью. Она всегда может рассчитывать на нашу поддержку. Именно такой посыл должна передать Анкара. Поэтому еще есть время быть готовыми к переговорам. Мы должны вступить в эти переговоры с позиции силы. Этот сигнал может и будет исходить, в частности, от сильного, укрепленного и единого НАТО. Мы будем работать над этим, и это наш путь к успешному саммиту в Анкаре. Сейчас в НАТО 32 страны-члена. И, безусловно, Соединенные Штаты — самый значимый и самый важный союзник. И Соединенные Штаты не выходят из НАТО. Наоборот, сегодня мы вновь услышим, как госсекретарь Марко Рубио подтверждает приверженность Соединенных Штатов НАТО. Латвия уже третий день подряд фиксирует нарушение воздушного пространства беспилотниками у границ с Россией и Белоруссией.
В четверг дрон вновь пересек границу страны, после чего в нескольких приграничных районах была объявлена воздушная тревога, а движение поездов временно остановлено. На фоне серии инцидентов страны Балтии усиливают меры безопасности. В Литве накануне из-за угрозы беспилотника эвакуировали руководство страны в укрытие и закрывали аэропорт Вильнюса. В НАТО и украинском МИДе считают, что российские системы радиоэлектронной борьбы намеренно уводят украинские дроны в сторону стран Альянса. И я могу заверить, как представитель одной из стран-членов НАТО, на восточной границе, что НАТО работает хорошо, потому что, как вы видите, в последние несколько недель все больше и больше дронов залетают на наши территории, украинских дронов. Но ответственность за это несет Россия, потому что Россия ведет агрессивную войну против Украины, и Россия направляет эти дроны на территорию НАТО. Мы увидели, что НАТО работает очень хорошо. Румынские истребители сбили один дрон в Эстонии. И это знак того, что все действительно работает как часы. Все объединено в рамках наших планов. Они надежны. Действительно, мы благодарны всем союзникам, которые выступили и опровергли обвинения России в адрес стран Балтии, Финляндии и Польши. Нет, мы не позволяем Украине использовать наше воздушное пространство, сушу или море. Это факт. Только на этой неделе в Литве дважды объявлялась воздушная тревога из-за дронов, нарушивших наше воздушное пространство. И это показывает, что нам необходимо усиливать наше присутствие на передовой, укреплять противовоздушную оборону, а также интегрировать возможности борьбы с дронами во все, что у нас есть на линии фронта. Дональд Трамп неожиданно объявил о переброске еще 5000 американских военных в Польшу. Всего за несколько часов до встречи министров НАТО в Швеции. В своем заявлении Трамп прямо связал решение с победой на выборах польского президента Кароля Навроцкого, которого ранее публично поддержал. Основываясь на успешном избрании нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, и на наших отношениях с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих. Благодарим вас за внимание к этому вопросу, президент Дональд Джей Трамп. Этот шаг стал неожиданностью для союзников по Альянсу, поскольку в последние недели Трамп резко критиковал страны НАТО за недостаточную поддержку американско-израильской кампании против Ирана и даже допускал возможность сокращения обязательств США внутри блока. Теперь же Вашингтон демонстрирует обратный сигнал. Усиление восточного фланга НАТО на фоне продолжающейся войны России против Украины и растущей напряженности в Европе. Я хочу поблагодарить президента США Дональда Трампа за его заявление о том, что ротация и присутствие американских войск в Польше будут сохранены примерно на прежнем уровне. Я хочу поблагодарить президента и всех, кто способствовал принятию этих решений. Наших друзей в Конгрессе, послов Уитакера и Роуз в НАТО и Польше. И, конечно, всех польских официальных лиц, которые внесли свой вклад. Думаю, репутация Польши как страны, которая серьезно относится к вопросам обороны, тоже помогла. Всегда было ясно, что США также будут осуществлять определенные переброски войск. Все это, что мы сейчас слышим, нас нисколько не раздражает. Напротив, у нас есть надежные контакты в НАТО, и мы обязательно обсудим это подробнее с госсекретарем США сегодня. Нет, я всячески приветствую решение о размещении дополнительных 5000 военнослужащих в Польше. Это хорошее решение, поскольку оно служит не только безопасности Польши, но и безопасности всего Альянса, а значит и нашей безопасности. Поэтому это абсолютно в наших интересах. Мы всячески это поддерживаем, и мы являемся очень близким союзником Польши, а также Соединенных Штатов. Мы ведем постоянные переговоры с Соединенными Штатами о размещении систем противоракетной обороны большой дальности в Германии. Мы приглашаем Соединенные Штаты Америки придерживаться своих прежних планов и сделать это. Мы признаем, что существует желание сократить численность войск. Об этом говорят уже давно. Важно, чтобы это происходило структурированно, чтобы Европа могла наращивать свои возможности по мере сокращения присутствия США. И именно этому во многом посвящен этот формат 3.0. А что касается военной стороны вопроса, я считаю, что идут хорошие консультации о том, как обеспечить правильный баланс между двумя странами.
Это США решать, сколько войск будет находиться в Европе. Очевидно, что Европа должна делать больше, и мы более привержены не только вопросу финансирования, но и оборонной промышленности войскам. Но все, что касается сдерживания и возможностей НАТО, должно происходить координированным образом. На встрече министров НАТО в Швеции глава МИД Украины Андрей Сибига впервые лично встретился с министром по делам ЕС Венгрии Анитой Орбан. Киев и Будапешт договорились уже на следующей неделе провести новый раунд переговоров по вопросам национальных меньшинств. Именно этот конфликт долгие годы блокировал сближение Украины и Венгрии. Сибига также подчеркнул для венгерской стороны критическую важность вступления Украины в Евросоюз и обсудил ситуацию на фронте, мирные переговоры и возможную новую роль Европы в урегулировании войны. Для Киева это попытка снизить напряженность с одним из самых сложных партнеров внутри ЕС и НАТО. Переговоры с Россией при посредничестве США постепенно приближаются к точке исчерпания потенциала, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, добавив, что участие Европы может привнести в этот процесс новую динамику. Другой вариант – это встречи на уровне лидеров, к чему стремится Украина. Этот главный трек под американским лидерством сейчас поставлен на паузу в силу разных обстоятельств и ситуации на Ближнем Востоке, а также других факторов. Поэтому мы заинтересованы в новой динамике, в дальнейших контактах, диалоге, в том числе на уровне переговорных групп. И мое впечатление тоже таково, что этот формат постепенно достигает предела или исчерпания обсуждений, которые, возможно, на таком уровне, что, иногда так получается, что одни и те же вопросы обсуждаются уже по несколько раз. Мы должны выйти на новый формат разговора с российской стороной. Здесь есть два направления. И более активное участие европейской стороны. С европейцами я об этом сегодня буквально уже говорил. А второе — встреча на уровне президента Зеленского и Путина. Мы считаем, что именно такая встреча может принести и конкретный результат. Госсекретарь США заявил, что Вашингтон пока не видит смысла продолжать встречи для переговоров об урегулировании войны России против Украины, которые не дают результата. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы вернуться к диалогу, если появится возможность для конструктивных и продуктивных переговоров. Мирные переговоры по Украине под американским руководством зашли в тупик? И считаете ли вы, что европейцы готовы взять этот процесс на себя? Да, мирные переговоры по Украине под американским руководством, позвольте сказать так, мы подключились к этому процессу, хорошо? Потому что нам сказали, что только мы можем это сделать, что только с нами готовы говорить и русские, и украинцы, поэтому мы включились в процесс. К сожалению, он не принес результатов. Вот в чем проблема. Мы по-прежнему готовы продолжать играть эту роль. Несмотря на утечки, которые не соответствуют действительности, несмотря на публикации о том, будто мы заставляем украинцев занять ту или иную позицию, что неправда. Если мы увидим возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые могут дать результат, мы готовы сыграть такую роль. На данный момент никаких подобных переговоров не ведется. Но мы надеемся, что это изменится, потому что эта война может закончиться только путем переговорного урегулирования. Она не завершится военной победой одной из сторон, по крайней мере, если говорить о традиционном понимании военной победы. Поэтому все неизбежно должно прийти к переговорам. И если мы можем сыграть роль в том, чтобы это произошло, президент очень заинтересован в этом. Просто в последние месяцы у нас сложилось ощущение, что существенного прогресса нет. Но, возможно, динамика изменится. И если это произойдет, мы готовы сыграть любую конструктивную роль, какую сможем. Если кто-то другой хочет взять это на себя, пожалуйста. Но сейчас не похоже, что в мире есть кто-то еще, кто способен этим заниматься. Поэтому мы более чем готовы делать это, если появится возможность для конструктивных и продуктивных переговоров. Но нас также не интересует участие в бесконечном цикле встреч, которые ни к чему не приводят. Хорошо? В китайском Суйчжоу стартовала встреча торговых представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главные темы – последствия войны вокруг Ирана, сбой глобальных поставок и растущий торговый конфликт между крупнейшими экономиками мира. В переговорах участвуют представители США, Китая, Японии, Тайваня и России. Особое внимание привлек визит японского министра торговли Рюсея Акадзавы. Это первый приезд столь высокопоставленного японского чиновника в Китай после серьезного дипломатического кризиса между Токио и Пекином в прошлом году. Форум проходит сразу после визитов в Пекин Дональда Трампа и Владимира Путина, что подчеркивает усиливающуюся борьбу за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чем беспокойнее море и сильнее встречный ветер, тем больше мы должны придерживаться принципа поиска общего при сохранении различий, совместно преодолевать трудности, стремиться к достижению большего консенсуса, выводить экономику Азиатско-Тихоокеанского региона из кризиса и вселять уверенность в мировую экономику.
На этой встрече были определены 4 приоритетных направления, и все они служат одной цели — сосредоточиться на долгосрочном видении устойчивого развития экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, изучении и совершенствовании институциональных механизмов, а также формировании импульсов в новых секторах. Мы должны совместно расширять пирог экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и, увеличивая его, обеспечивать справедливое распределение, чтобы добиться инклюзивных и взаимовыгодных результатов для всех сторон. В Венгрии произошла крупная авария на нефтехимическом комплексе компании МОЛ в городе Тисауи-Варош. Во время перезапуска установки Олефин-1 взорвался компрессор, после чего на предприятии начался сильный пожар. По официальным данным, погиб как минимум 1 человек, несколько получили тяжелые ранения. Над заводом поднялся густой черный дым, однако власти заявляют, что угрозы для жителей города пока нет. На место срочно выехали министр экономики Венгрии и руководство МОЛ. Уважаемые жители Тисауи-Вароша, сегодня утром на нефтехимическом заводе МОЛ произошла серьезная авария. Мы находимся в постоянном контакте с руководителями отдела по предотвращению стихийных бедствий и компанией МОЛ. Специалисты тушат пожар, к сожалению, 1 человек погиб и несколько получили ранения. Ведутся спасательные работы, как только у нас появится больше информации, мы поделимся ею с вами. На данный момент нет необходимости в мерах по защите населения. Предприятие в Тисауи-Вароше – одно из ключевых для венгерской нефтехимии. Здесь производят этилен и сырье для пластмасс, используемых в упаковочной и промышленной продукции по всей Европе. Причины аварии сейчас выясняют специалисты. На установке Олефин-1 в одном из производственных блоков не велась эксплуатация. Там проводились постоянные работы по техническому обслуживанию и поддержанию в рабочем состоянии. И по имеющейся у нас на данный момент информации, которую, разумеется, еще будут изучать специалисты по расследованию пожара. Когда объект станет полностью доступен для осмотра, произошел взрыв трубопровода. Там случился совершенно неожиданный взрыв углеводородов в трубопроводе. Это промышленная авария, никакого внешнего вмешательства, никакого внешнего проникновения, ничего подобного. Не находящиеся здесь службы не увидели никаких признаков, которые позволяли бы сделать подобные выводы. Тушение пожара начала объектовая пожарная служба, затем прибыли пожарные расчеты, областной пожарной службы. Прибыла мобильная лаборатория. Сразу начали проверять, попали ли вредные вещества в воздух. Мы находимся в контакте с местными жителями, уведомили мэрию. Они сообщили, что в воздух не попало такого количества вредных веществ, которое каким-либо образом могло бы затронуть население. Ни здесь, на территории объекта, ни в городе. Превышение допустимых норм не произошло. Факельное сжигание газов было видно, и работа объекта фактически остановилась. Техническое обслуживание, а также проверки на утечки проводились по графику, раз в 2 или 3 года, в соответствии с предписаниями. В Мекке десятки тысяч паломников собрались на пятничную молитву в мечети Аль-Харам за несколько дней до начала хаджа, одного из крупнейших религиозных событий в мире. В этом году власти Саудовской Аравии ожидают более 2 миллионов верующих. Хадж считается одной из 5 основ ислама и обязателен хотя бы раз в жизни для каждого мусульманина, если позволяют здоровье и средства. Центром паломничества остается Кааба, главная святыня ислама, вокруг которой совершается ритуальный обход. Кульминация хаджа придется на праздник Курбан-Байрам уже в середине следующей недели. Паломники проведут основные обряды в долине Мина и на горе Арафат, месте, где, согласно исламской традиции, пророк Мухаммед произнес свою последнюю проповедь. Нынешний хадж проходит на фоне беспрецедентных мер безопасности и при экстремальной жаре. В прошлом году во время паломничества погибли более 1000 человек. Многие из-за экстремальной температуры, превышавшей 50 градусов. Саудовские власти расширили зоны охлаждения, установили 1000 дополнительных тентов, водяных станций и мобильных медицинских пунктов. Кроме того, хадж проходит на фоне войны на Ближнем Востоке и напряженности вокруг Ирана. Несмотря на это, в Саудовскую Аравию продолжают прибывать паломники из Ирана, Ирака, Турции, Индонезии, стран Африки и Европы. В начале войны с Ираном у нас были опасения, но мы не теряли надежды на милость Аллаха. Все боялись, что война приведет к отмене хаджа вплоть до того момента, как мы добрались до аэропорта. В начале переговоров появился проблеск надежды. После этого, хвала Аллаху, когда мы прибыли в аэропорт Джидды, мы поняли, что именно наша вера во Всевышнего привела нас сюда, и что Он дарует нам свои благословения во время этого хаджа, если будет на то Его воля. Нет никаких поводов для беспокойства, хвала Аллаху.